Короче, посмотрел я, значит, на версии и купил я самую крутую версию за вот столько денег. Думал, что крутые скины дадут, потом еще скины, и как раз миссии посмотрю интересные. Думал так я, пока не поиграл в этот кусок недоработанного кода. Тут мало того, что миссии неинтересные, так еще и все работает криво. И даже игру сломало. Ну давайте начнем по порядку. Самое первое вообще, о чем можно было поговорить, так это о том, что у вас появляется вот такая кнопка Fireteam, где вы можете либо создать лобби, либо присоединиться к кому-то. И если с созданием лобби не возникает каких-либо проблем, то с присоединением к кому-либо были фризы подлагивания до Hotfix 10.1. Единственное, что как-либо могло вам помочь, это захождение на настройки сервера браузера и выкручивание там пинга на 100 или меньше. И даже это действие не помогало полностью избавиться от этих фризов. И нормально насладиться меню до Hotfix было невозможно. Но сейчас меню починили, и, кстати, не только меню было сломано, но, возможно, даже некоторые карты и моды сломались. У меня, например, Custom Training мод сломался после этого корявого обновления. Но тут еще не только от разработчиков зависит, но и от мододелов тоже. После этого вам надо выбрать приватность лобби, максимальное количество игроков и моды, о которых я чуть позже расскажу. Дальше, что вас ждет, так это попадание в карту выбора миссий. И здесь вы ничего нового не увидите, так как все, что вас ждет, это стрельбище, боты, киллхаус, крутой трек, чтобы вы могли покататься на квадроцикле с корявым управлением или на мопеде по кругу. И самое интересное, что вас там ждет, это ноут. В нем вы выбираете миссии, 4 миссии у вас бесплатно, и 9 миссий у вас платные за саппортера. Еще, кстати, будут 2 миссии платные, но выйдут они в раннем 2026 году, что бы это ни значило. За фаундера вам, кстати, ничего не дадут, лишь вот это моди, вот этот скин и какой-то там еще скин вам дадут за голосование комьюнити какой-то там. Есть еще, кстати, модовые миссии, но не такие же скучные, боты там криво стреляют даже с техники. А есть миссия, где вообще ни хера не видно, потому что действие ночью происходит. Но она баганая, и выйти из нее не выйдет, и придется ее валить специально после прохождения. Но я думаю, что это все временно, и модеры все починят через несколько месяцев. Надо лишь подождать. Теперь перейдем к миссиям. Всего есть 3 типа миссий. Это Vehicle Hunt, Extraction, Combined Arms, Assault Compound и Search and Destroy. И в этих миссиях вам надо либо выбраться и сбежать, либо взорвать что-то, либо уничтожить какую-то технику, либо найти минометную точку, либо взять ноут. То есть никаких вам выкапываний ФОП, никаких вам выкапываний хаб, никаких вам захватываний точек или зачисток зданий, как в Radionaut, и никаких вам действительно интересных миссий. Дальше после выбора миссии вы можете посмотреть в это окно и узнать там то есть полезную инфу, такое как рекомендованное количество игроков, количество времени на прохождение, сложность, фракция игрока, фракция оппонента, брифинги и задания в общем-то. И затем вас спамнят на саму миссию. К слову, читы в миссии работают, и вы спокойно можете полетать на камере, если вы хост, или вести какие-либо команды. И так, давайте выберем вот эту миссию, Assault Compound на Нарве. Я считаю ее одной из самых интересных, плюс-минус. После проверки на умение читать и спавна вы появляетесь в каком-то месте, рядом есть ящик, где вы можете выбрать нужный кит. Боты, которые не отображаются на карте, неубиваемые, а те, которые отображаются, убиваемые. Их, кстати, я рекомендую убирать, так как они стреляют, и это бесит. Вам ничего не сделают за это, и главное лишнее не задавайте вопросом, что эти тупые боты, синяки делают на севере и на юге. Бэха, кстати, тут стоит, чтобы поддержать вас, несмотря на то, что стреляет она косо. После убийства всех ботов вы попадаете в замок, и вы должны уничтожить Зушку. И в отличие от обычного сквада, ее нельзя выкопать. Вам нужна сишка, причем обязательно. Но не волнуйтесь, если вы ее забыли, хотя, как вы ее забыли, вы же недавно читали брифинг, возле точек, которых вам нужно взрывать, разработчики любезно разместили ящик с патронами рядом, чтобы вы могли пополниться и взять сишку для подрыва. То есть, по их логике, когда фракция ВСУ будет выполнять миссию с подрывом, то рядом с ними должны стоять ящики с патронами с украинским снаряжением на базе ополченцев. Еще раз, украинское снаряжение, украинские ящики с патронами на базе ополченцев. Вы серьезно сейчас? Вместо того, чтобы эта миссия ощущалась не как синглплеерная, как полноценная кооперативная миссия с командной работой, ну, как было везде написано и рекламировано, вместо того, чтобы игроки брали там стрелка и сапера, чтобы пока один плентил, другой ему дропнул сумку, с которой он мог бы пополниться и взорвать вторую точку, вместо этого разрабы такие: нет, давайте просто положим украинский патронаж, чтобы затем пришел украинский диверсант и подорвал им зушки. Это же так гениально вообще просто. Вообще, кстати, почему бы всем китам не выдать сишку, типа? Это же диверсионная миссия. Это как, по их мнению, работает, что приходится брать кит сапера без всякого прицела, у которого еще одна сишка, хотя 2 цели всего, но зато 3 мины есть. Ну ладно,
Уже пофиг на эту сишку. Можно вообще спросить о смысле проникновения на базу. Уничтожение там всей вообще вражеской силы и взрывание двух зушек. Если можно просто взорвать или выкопать фоб, а затем просто подождать, когда она сгорит, и выполнить миссию. Или что это, какая-то альтернативная вселенная, где зушки можно ставить без фобы? Нет, это вам не Armory Forger, это сквад, где для почти любой постройки вам нужна фоба в любом случае. Но знаете, они ведь могли бы просто избавить игроков, таких как я, от этих мыслей, сделать так, чтобы зушки были на базе МТЛБ или на базе грузовика, я не знаю, там. Короче, давайте дальше в следующей миссии, где уже нет никаких ящиков с патронами для вас возле вражеской точки. Следующая миссия, Combined Arms, уже более коопная. Здесь вы едете на бэхе, херачите по трубам и по тандемам, которые пытаются по вам попасть. И также раскапывайте всякие преграды на пути. После этого получаете документы с информацией, просто подходя к столу. А затем ищите минометы и поджигаете БК с помощью либо термобарической гранаты, либо с сишки. И затем миссия заканчивается. В экстракшн миссии вам необходимо сбежать от места падения вертолета к вашим союзным ботам. При этом, если вы вступите в бой, то по вам начнут херачить вражеские минометы. В миссии Search and Destroy вы будете искать в синей зоне 3 ящика с патронами и взрывать их. И в Vehicle Hunt то же самое, но только вам нужно уничтожить бэху какую-то с тандемами, что достаточно скучно и мне вообще не понравилось. По итогу я лично играл не во все миссии, но я поиграл во все типы этих миссий. Я скажу, что в обычном мультиплеере куда лучше и интересней. Да, там есть тупые синяки, но и в PvE режиме тоже есть синяки, и не такие же тупые. Мамба медика. Куда? Алло, куда ты стреляешь? Ты идиот? Кость. Да я откуда знал, что это ты? В общем, ничем не отличаются. И если вы все равно хотите поиграть, то лучше сначала пройдите все бесплатные режимы. И только затем решаете, стоит ли оно того или нет. Но я все равно не рекомендую этого делать. Почему я не рекомендую покупать это? Я не рекомендую покупки в данный момент по простой причине. Оно того не стоит. Потому что все режимы однообразны, неинтересные, и сейчас требуется время, чтобы модеры выпустили нормальные и интересные миссии. Но на самом деле я сам думал, что будет куда лучше. Я честно ждал, что будут миссии по типу найди хаб и фобу за определенное количество времени и выкопай фобу. Затем жди, пока эта фоба не сгорит. А пока ты будешь ждать, на нее будет приходить противник с хаба и будет пытаться ее спасти. И тебе так нужно продержаться определенное количество времени. Иначе точка упадет, и ты проиграешь. Или наоборот, ты уже будешь держать точку, и будет несколько волн с разных направлений на твою точку. И тебе нужно будет удержать фобу. Если она будет гореть, то нужно будет ее спасти. Или что-то в виде кооп миссии, где на технике, где против тебя будут боты на другой технике, и ты должен будешь стрелять по ней, при этом уворачиваясь от птуров, и чел на командирском месте должен будет искать всякие тандемы и трубы, чтобы вас не убили. Или что-то в виде миссии с поддержки с воздуха, где ты будешь летать на касс в вертолете и стрелять с ракет. Или с пулемета, как с АС-130, уничтожая технику и живую силу врага. Ну, или еще что-то вроде этого. Потому что лично я только несколько раз за все время игры отправлялся на точку, чтобы уничтожить технику. И точно никогда в своей жизни не отправлялся в минометную точку, чтобы взорвать сишки или термобарические гранаты, ящики с патронами или зушки. Но зато я миллиард раз отправлялся в стелс-миссии, чтобы закрыть миномет или хаб и выкопать фобу. И на самом деле, мне кажется, я знаю, с какой игры у разрабов сквада появилась идея сделать все эти миссии. Я знаю, почему показывали именно карту Фаллуджи в трейлере. Догадались? Знаете игру Six Days in Fallujah? Вот именно там вы должны закрывать вражеские минометные точки, уничтожать туннели, вражеские ящики с патронами, а еще убивать ботов. В общем, я скажу вот так. Если вы хотите играть в миссии в соло или кооп с вот этим вот всем, но при этом с более умными ИИ, сюжетной линией и с катсценами,
то идите в Six Days in Fallujah. Если вы хотите играть в такие же миссии против ИИ, но уже с миссиями как поддержка с воздуха, или просто обычные миссии, где нужно стрелять много и сюжетом, то проходите кампанию Armory Forger. Но если вы хотите получить все удовольствие сразу, то идите в мультиплеер сквада или армы. Но на этом все. Мне на самом деле очень жаль, что разработчики сквада потратили так мало времени на фаертиму и вообще не старались, не сделали хороших, интересных миссий, нормального и не добавили каких-либо катсцен, даже самых простых, озвучки брифинга, как в Ready or Not. Зато я надеюсь, что модеры или саморазрабы возьмут мои идеи и сделают с ними что-то. Ну а пока что нам остается лишь ждать непонятно чего. Танка, я. Ну, дуру смешная. Смотри, смотри, как он смешной, алё. Видите его? Это что за французский танк? На нем С4, А чё он не взрывается? Я ему два тандема пихнул. Его колбасит немножечко. Он говорит, нет, башни, говорит, не убиваю. Ну, Ни хрена у него в стратосферу полетело. Улетел, блин. Что не смотришь? Смотри, какой маленький чел на этом. Посмотри на миномет, посмотри на миномет. Посмотри на миномет. подойдите на минометы, реально. Вот подойдите ко мне, подойдите ко мне. Маленький кричит. Володя, засними эту. Володя, стой. Я еду. Я еду. Надо, чтобы Володя это заснял под музыку из этого в мире животных, который вот это...